Какие вещи вызывают у вас самый жуткий страх? Пауканы, бешеные псы, склизкие чудища из дачного сортира, мокрая Нина. По Фрейду определение «жутко» — это противоположность уютного и родного. То есть вещи, которые вызывают нас самые глубинные первобытные страхи, это те, что нас окружают, и те, кто нас окружает. Сколько раз вам снились ужасы, где за вами гонится знакомый, или даже родной человек, который вдруг превратился в пришельца или чудовище из фильмов Джона Карпентера? Лично мне неоднократно. И на мой взгляд, именно такой тип страха решил нам продемонстрировать Кубрик в следующем своем фильме «Сияние». Как ни странно, Барри Линдона приняли довольно холодно. И Кубрик решает запилить классический фильм ужасов в духе психоза, изгоняющего дьявола, чтобы хоть как-то оправдаться перед студией и продюсерами и по совместительству поднять бабла. Все-таки, несмотря на полностью автономный подход к работе и свой авторский стиль, Кубрик был режиссером, зависимым от продюсеров. Этаким очень дорогим наемником, который всегда выполнял заказ, но не делал это на отъебись и сам выбирал, за какой заказ взяться. Свободный, но все же вынужденный работать на заказ ремесленник. После смерти его жена в интервью говорила, что больше всего Стэнли приходил в восторг от того, что ему опять удалось обдурить студийных лидеров, и они снова дали ему деньги. Любой другой мошенник бы просто сделал российскую комедию и уехал бы на Канары. Но для Стэнли кинопроизводство было стилем жизни, а не только лишь заработка. Но вернемся к «Сиянию». Стивен Кинг тогда был на первом своем подъеме, и экранизация этого романа была лишь вопросом времени. Это сейчас, в 2020 году, Кинг вновь переживает вторую волну популярности, сеттинг 80-х и романы Кинга почему-то снова актуальны. Я объясняю эту тенденцию двумя факторами – ностальгия и кризис идей. Сказать по правде, я ненавижу Кинга и все, что он сделал. Все его книги и его как самого мерзкого и жадного и отвратительного человека в частности. Это раковая опухоль литературы и как следствие кино. Но, как ни странно, фильм «Сияние» этот мой хейт по Кингу не задевает. И сейчас объясню почему. Во время съемок Кубрик и Кинг работали вместе. Но как это всегда бывает в работе автора экранизируемой книги и Кубриком, все срутся друг с другом. Режиссер названивал Стивену Кингу ночью, расспрашивая о каких-то перипетиях сюжета и смыслах с двойным дном. А Кинга, в свою очередь, заботили абсолютно другие вещи. По типу цвету галстука или марки машины, на которой ездит семья Торренсов в картине. По итогу Кубрик и Кинг разругались окончательно. Но права на экранизацию уже были выкуплены, и фильм находился в процессе съемок. Кубрик изменил многие моменты первоисточника. Убавил градус мистицизма, изменил тупейшую концовку, добавил фрейдистские мотивы, сделал акценты на дизайне интерьеров отеля и атмосфере места. А Кинг впоследствии отзывался о «Сиянии» Кубрика как о самом дерьмовом фильме по мотивам его великих произведений. И даже сам снял сериал по «Сиянию», который, к слову, был лютейшим говном. Там даже в концовке призрак отца Дэнни прилетает к нему на выпускной, говорит, что любит и машет ручкой. Ну, в общем, вы поняли. Сам Кубрик тоже крайне прохладно относился к произведениям Кинга. Он говорил, что книжки бедные с художественной точки зрения, но охуенные, как готовый сценарий. Как вишенка на торте, в 2019 году вышел сиквел фильма «Сияние». «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором и сценаристом Стивеном Кингом. Фильм полностью паразитирует на кубриковской ленте и покадрово копирует сцены. Ну и как после такого можно хорошо относиться к Кингу? Не понимаю. Лично я долгие годы считал «Сияние» проходным фильмом. Сам жанр ужасов мне никогда не был интересен, а те чувства, которые он пытается вызывать, воспринимаются мной скорее как раздражение, нежели как испуг. Ощущения проходят мимолетно из-за своей примитивности, не оставляя никакого послевкусия. Сейчас жанр находится в некотором кризисе, и то и дело пытаются выходить картины, деконструирующие ужас. От режиссеров вроде Джордана Пила, Ари Астера или Роджера Эггерса. Следить за выходом этого жанра из кризиса интересно, но фильмы все еще далеки от выдающихся. Так вот, пересмотрев «Сияние» для этой рецензии, я воспарял новыми чувствами к картине. Зная все основные твисты, я расслабился и наслаждался картинкой и атмосферой. И даже заметил многие вещи, ускользнувшие от меня во время первого просмотра. Эстетически, с точки зрения дизайна, фильм просто шикарен. Все интерьеры отеля вид сверху, лабиринты коридоров и живой изгородь. Все это снято действительно захватывающе. Сама структура перехода от психологического триллера к мистическому тоже очень плавно и интересно подана. Непонятно, где заканчивается рациональный реальный мир и начинается иррациональный мир призраков отеля. Мы до конца не можем ответить на вопрос, реальны ли призраки или это лишь выдумка безумной семейки. Также оригинален сам выбор антагониста, а именно Бати. Родной батя как злодей – это редкое явление в кино. Обычно зло воплощают все поехавшие мамаши-веруньи с синдромом сверхконтроля или жестокие дети, в которых вселяются демоны. Но никак не белый мужчина, глава семейства. Сам Джек Николсон в фильме играет на грани фола. С неким гротеском он показывает почти весь спектр эмоций безумия.
А именно такая манера игры нравилась Кубрику. В свой неснятый фильм «Наполеон» Кубрик планировал пригласить именно Джека Николсона на главную роль. По части актерской игры режиссер не требовал от актеров естественности. Он говорил, что естественность скучна и неинтересна. Поэтому видим в ленте очень специфическую игру Шерри Дювал, которую раскритиковали все критики и даже номинировали на «Золотую малину». Хотя на самом деле персонаж она играет неоднозначно. Это такую неуверенную женщину, которая отчаянно держится за несчастливые отношения. При этом своей навязчивостью еще больше усугубляет ситуацию с мужем. Джек Торренс, отец семейства, как и многие персонажи Кинга, неудачливый писатель. Он вынужден подписаться на работу смотрителя отеля на зимний период, чтобы подзаработать денег и одновременно иметь достаточно времени, чтобы наконец писать. Но несмотря на идеальные условия для писательства, свободное время, спокойствие и атмосферу одиночества, герою мешает творческий кризис, депрессия и, как следствие, сумасшествие. Поэтому мне показалось, что фильм еще и о том, что недостаточно идеальных условий и желания для того, чтобы создать произведение. Нужно еще и что-то другое. Хотя это, конечно, смысл притянутый за уши. Но мне нравится думать, что Джек Торренс спятил именно из-за творческого кризиса, нежели из-за призраков бывших господ отеля «Взгляд сверху». Фраза «All work and no play makes Jack a dull boy» была написана самим Николсоном на печатной машинке много-много раз. Я тоже в качестве рофла хотел в этом видео сказать одну фразу и повторить ее много раз. Но от идеи пришлось отказаться. Теперь не знаю, куда убрать труп жены и ребенка. Автор идеи сам щит. Текст читала Хижина.